Девы, приветствую вас на моем канале. Это ваш астрологический прогноз на 2026 год. В этом видео я пройдусь с января по декабрь и расскажу самые важные астрологические события каждого месяца. Сразу хочу прояснить важный момент. Чтобы гороскопы сбывались, проигрывались у вас, вы должны смотреть их правильно. Сначала по асценденту, потом уже по знаку Солнца, который вы знаете, то есть по знаку Зодиака. Если вы не знаете свой асцендент, я бесплатно в комментариях рассчитываю его для вас. Главное написать точное время рождения, место рождения, дату рождения, и я вам отвечу, вы будете правильно смотреть свои гороскопы, потому что асцендент показывает 70-80% событий. В 2026 году будет завершение тем, которые тянулись последние 1,5 года. Все, что крутилось вокруг темы «вы и другие люди», отношения с ними, договоренности, контракты, выбор, доверие, все это в следующем году дойдет до финальной точки. В марте 2026 года произойдет лунное затмение в вашем знаке Девы. Это будет кульминация лично для вас. И в этот период вы можете принять решение уволиться, переехать, заняться своим здоровьем, может быть, поменять образ жизни. Для многих из вас, Девы, будет момент весной, когда вы поймете, что больше не готовы терпеть и тянуть то, что давно держалось только на вашей ответственности и на ваших плечах. В августе будет лунное затмение в знаке Рыбы и закроет тему 7-го дома гороскопа. Там станет ясно, кто рядом с вами по-настоящему, где отношения или сотрудничество держались только на привычке, долге или иллюзиях. С конца июля ось лунных узлов переходит на Лев Водолей. Это уже новый кармический сюжет. Фокус смещается на тему режима, здоровья, работы, восстановления. Вселенная будет учить вас не только быть полезными, но и беречь себя и свое здоровье. Первые события на этой оси начнутся уже в феврале 2026 года, когда будет первое затмение в знаке Водолей. Итак, Юпитер в следующем году до 30 июня будет еще идти по вашему 11-му дому гороскопа в знаке Рака. Очень сильное окно, очень сильный период для расширения через людей, для расширения своей аудитории, для новых знакомств, полезных связей, поддержку, для вступления в какие-то команды, не знаю, какие-то проекты для продвижения, для коллабораций. Очень классное время до середины лета, время, когда вы можете резко продвинуться за счет своего окружения, рекомендаций и правильно выбранной команды. 30 июня Юпитер перейдет уже в знак Лев на целый год и перейдет в ваш 12-й дом гороскопа. 12-й дом может дать вам вынужденную миграцию, жизнь за границей, а может быть наоборот, вы заканчиваете какую-то историю в определенной стране и уезжаете, к примеру, обратно домой или в другую страну. Переезд может быть вынужденный, к примеру, вы уезжаете из-за того, что вам предложили контракт по работе, или просто обстоятельства так сложились, что, к примеру, вы выходите замуж, женитесь за иностранца и едете жить туда, в другую страну. По 12-му дому может быть еще работа в закрытых каких-то структурах, удаленная работа, деятельность за кулисами. Для вас, Дева, это во второй половине 2026 года будет включаться сюжет, когда вы можете работать на удаленке или работать над каким-то проектом, о котором пока никому не говорите или не презентуете. По 12-му дому это вот как, к примеру, я работаю, да, за кулисами. Над каким-то проектом, онлайн-проектом, что-то подготавливать будете. Возможно, для кого-то из вас будет окончательный переезд, для кого-то только начало, подготовка к переезду. Что еще может происходить? Проект, который вы делаете в одиночку, без лишних людей, чтобы потом выйти с результатом. Период, когда вам важно беречь свои силы, восстанавливаться, не распыляться, потому что Юпитер в 12-м доме увеличивает все скрытое, подсознательное. И хорошие процессы, и не очень. Поэтому, если у вас есть какие-то психологические травмы или проблемы, очень хорошо по Юпитеру их прорабатывать, обращаться к психологу и завершать какие-то истории. Еще одно важное событие. В 2026 году Уран окончательно переходит в знак Близнецы и включает 10-й дом гороскопа карьеры и статуса. Одна из главных причин, почему год будет ощущаться очень динамично. Уран в 10-м доме дает резкие повороты в работе, в карьере, в направлении в жизни. Смена должности, компании, начальства, переход в новую сферу деятельности, неожиданные предложения, резкий рост публичности, выход в интернет. Может быть смена формата на более свободный график. Может быть резкое увольнение, но это не как трагедия, а как освобождение и толчок во что-то новое, в новое направление какое-то. Может быть переход на удаленку, смена графика, фриланс, свой бизнес. Уран делает так, что старый формат работы ломается, и вы начинаете перестраивать свою карьеру по новым правилам. Особенно если вы давно хотели уйти из рутины, из найма, вырваться из жесткого расписания, перестать зависеть от какого-то места, от какой-то компании, то Уран вам это все принесет уже в 2026 году, и будет он там ближайшие 7 лет менять вашу сферу деятельности, вашу карьеру, реализацию.
Сатурн и Нептун тоже меняют знаки, переходят в 2026 году в знак Овен, включают ваш 8-й дом гороскопа. Это сфера долгов, кредитов, выплат, алиментов, раздела имущества, общих финансов, зависимости и темы доверия. Для кого-то из вас год даст вам конкретные решения по финансам. Может быть закрытие долга, оформление каких-то выплат, раздел финансов, контроль расходов. Возможно, будет какая-то глубокая чистка в теме зависимости и привязок. Тут нельзя жить как раньше. Год заставит вас навести порядок и выстроить границы там, где раньше было что-то размыто и непонятно. Вообще 2026 год для вас, Девы, год развязки по оси Девы, Рыбы с кульминацией весной по вам лично и летом по отношениям. Год, когда меняется карьера, статус через Уран в 10 доме. Первая половина года даст вам рост через людей и аудиторию, вторая половина года даст вам мощную закулисную фазу, возможно, переезд, миграцию, работу на удаленке, подготовка к переезду, работа над какими-то большими проектами, планами. Давайте пройдемся по каждому месяцу. В закрепленном комментарии или в описании под этим видео я оставлю тайм-коды на каждый месяц года, чтобы вы могли в течение года заходить и просматривать в удобном для вас формате месяц, который вас интересует. Девы, это мой первый прогноз на год. Поддержите меня, пожалуйста, комментарием, лайком. И, кстати, на мое удивление, девы часто критикуют. Они любят, чтобы все было идеально, по инструкции, правильно. Но от вас у меня очень большая поддержка под каждым видео. Я вас очень благодарю за приятные комментарии, за приятные слова. Для меня это очень ценно. Спасибо вам большое. Я на каждый комментарий отвечаю. Если есть какие-то вопросы, пишите, задавайте, отвечу всем. В январе происходит полнолуние в знаке Рак в вашем 11 доме гороскопа, и в начале месяца может решаться какой-то затянувшийся вопрос, связанный с людьми и вашими планами на будущее. Полнолуние даст вам итог по вашему окружению, коллективам, друзьям, социальным связям. У кого-то из вас может завершиться старая история с друзьями, может вы прекратите общение, или из-за того, что вы переехали, уехали, ваш друг уехал, меньше будете видеться, общаться. Может быть, кто-то из коллег уволится, уйдет. Какая-то история будет завершаться с знакомыми, с родственниками, с людьми, с которыми вы долго общались и были на связи, или какие-то новости от них. Может закончиться сотрудничество, которое давно тянулось без результата, решится вопрос работы через знакомых, через рекомендации, разговоры или новость. Там, к примеру, вам подруга или друг позвонит, предложит какую-то работу. Могут предложить участие в каком-то новом деле, проекте, подработку, переход в другую, не знаю, группу или в новый коллектив. Может быть, станет ясно, что дальше с теми людьми, с которыми вы общались, вам не по пути, и общение сойдет на нет. Можете удалиться с какого-то чата, из какой-то группы. К примеру, не знаю, там вы состояли в группе по интересам, к примеру, музыкальной какой-то, и все, вы удалитесь из той группы. Полнолуние приносит ответ, результат, итог. А может быть, если вы какой-то ответ ждали, могут подтвердить что-то, отказать вам, утвердить. Придет какая-то ясность по полнолунию. Так как полнолуние идет по оси 11 и 5 домов гороскопа, оно ставит выбор между коллективом и вами лично, между чужими ожиданиями и вашей личной жизнью, творчеством, личными желаниями, радостью вашей жизни. И в январе многие из вас поймут, что больше вы не хотите жить ради чужих целей, ожиданий. Можете решить вопрос по детям, кружкам, школе, алиментам. По полнолунию может быть какое-то важное мероприятие. По 11 дому может быть выступление вашего ребенка, соревнования, что-то важное для вас. Если вы ведете блог, может быть, у вас аудитория увеличится, или вы выложите какой-то новый пост, новое видео, поймете, что хотите в другом направлении снимать и работать. И еще главные события января. 26 января 2026 года Нептун окончательно переходит в знак Овен, ваш 8-й дом гороскопа, и будет идти по нему до 2039 года. Фактически происходит смена эпохи. Нептун — это высшая планета, он связан с интуицией, верой, духовным развитием, психологией, эмпатией, тонким чувством людей. Но также еще в минусе он может давать иллюзии, самообман, зависимость и размытые границы. Для вас, Дева, Нептун в 8 доме включит тему чужих денег, общего бюджета, долгов, кредитов, выплат, наследства, алиментов, раздела имущества, финансовой зависимости, темы доверия, близости, страхов и внутренних кризисов. Для многих из вас в ближайшие годы усилится, я думаю, может не просто усилиться интерес к эзотерике, там, психологии, многие из вас могут начать практиковать, обучаться, работать в этой сфере. Астрология, таро, психология, терапия, работа с подсознанием, духовные какие-то практики, йога, медитации.
Вам захочется понять, почему в жизни все устроено именно так, где вы теряете энергию, как выйти из старых страхов. Для многих из вас может начаться период глубокого исцеления, терапия, работа с психологом, освобождение от старых страхов, зависимостей, выход из тяжелых каких-то внутренних состояний, выход из депрессии. Нептун в 8 доме нужен для того, чтобы вы научились доверять, но не слепо, и перестали отдавать свою энергию туда, где вас используют. Он учит вас отпускать контроль там, где он разрушает, и находить опору внутри себя. Но в минусе Нептун может тянуть вас в зависимости, в уход от реальности, алкоголь, иллюзии, мутные какие-то финансовые схемы, кредит без условий, там странные духовные учителя, секты. Очень нужно быть осторожным с этим. И в этот период особенно важно проверять людей делом, а не словом, и не верить там в какие-то легкие решения или обещания. Если вы впервые у меня на канале, хотите разобраться в себе, у меня есть астрологические консультации в PDF-формате. Цены оставляю сразу на экране, без каких-либо интриг. Они действуют с января 2026 года, но в течение года могут меняться. Уточняйте, пожалуйста, пока что они очень символические. Вы знаете, что сейчас консультация у астролога, даже начинающего, который только начинает вести блог, стоит от 100-200 евро. Я хочу очень многим помочь. Пока что символическая цена, пока я не набрала большую аудиторию, но нагрузка растет, поэтому со временем цены буду менять. Пишите мне на электронную почту, в Телеграм, Инстаграм, все ссылки есть в описании канала. Очень много сил и времени уходит, поэтому 100% со временем станут намного дороже консультации. Если вы хотели в себе разобраться, можете использовать шанс пока по этим ценам. 1 февраля происходит полнолуние в знаке Льва в вашем 12 доме гороскопа. Ось 12 и 6 дом, потому что Солнце будет находиться в Водолее напротив. Это кульминация в теме отпуска, отдыха, скрытых процессов, здоровья, одновременно итог в теме работы и режима. По событиям может дать завершение какой-то затянувшейся истории, которая забирала у вас силы. К примеру, вы закончите какой-то проект, откажетесь от подработки, может быть, выйдете на больничный или с больничного, сдадите анализы, закончите обследование, лечение, может быть, диета закончится. Или вы поймете, что больше не тянете прежние графики, нужно будет больше отдыхать. Могут быть какие-то тайные истории на работе, интриги, сплетни, будьте осторожны. Возможно, вы поедете куда-то в отпуск, на отдых. Могут быть какие-то обещания от начальства, скрытый конфликт с коллегами. Вот в области полнолуния все это вскроется, какие-то интрижки на вашей работе. Станет ясно, кто что делал, сколько выполнял обязанности, и ситуация получит развязку. Возможно, у вас просто пауза, отмена планов, вы больше времени будете проводить дома, в уединении, и тело попросит от вас отдыха. 14 февраля Сатурн окончательно переходит в знак Овен, ваш 8 дом гороскопа, и останется там до 13 апреля 2028 года. С этого момента начинается период, когда все в теме в общих финансах, обязательствах должно стать четким и официальным. Никаких договоренностей на словах. Сатурн любит, когда все по закону, по бумажкам. Для многих из вас, девы, в ближайшие месяцы встанут вопрос кредита, долгов, выплат, налогов, алиментов, страховок, раздела имущества. Возможно, вы начнете выплачивать долг по графику, будете оформлять какой-то перерасчет налогов, процентные ставки, пересматривать что-то. Возможно, решитесь на ипотеку, крупную покупку, будет первый взнос, да, и нужно будет каждый месяц регулярно вносить платежи. Может быть, появится необходимость юридически закреплять какие-то договоренности, подписывать документы, ставить границы, кто за что отвечает. Может быть, это автомобиль вы покупаете, кредит нужно будет выплачивать, либо дом. В общем, а в личной жизни Сатурн в 8 доме может дать вам проверку на доверие. Если отношения ваши построены на честности, то они станут крепче. Сатурн не рушит отношения, которые построены на доверии, на честности, на взаимопонимании. Он шатает и разрушает только там те отношения, которые уже висят на волоске, где нет искренности, где какие-то обманы, иллюзии. Самый главный посыл Сатурна до 2028 года, что вы выходите из финансовой или эмоциональной зависимости и начинаете опираться на себя. Возможно, вы жили за счет мужа, жены, родителей. Теперь у вас есть своя работа, вы потихонечку начинаете выстраивать свою финансовую стабильность, меньше зависеть от государственных выплат, от помощи родителей, от мужа, и начинаете выстраивать свою финансовую стабильность.
У меня на канале есть отдельное видео про Сатурн в Овне, оставлю в описании под этим видео, и скорее всего в 2026 году запишу новое видео, тоже оставлю его в описании. Переходите, смотрите, что вас ждет в ближайшие 2,5 года, там более подробно рассказала. Февраль очень насыщенный на события, но я больше склоняюсь к тому, что начнут они проигрываться весной. 17 февраля происходит солнечное затмение в Водолее в вашем 6-м доме гороскопа. Первое затмение на оси Лев-Водолей и запуск нового цикла по вашей работе, по вашим обязанностям, вашему графику и вашему здоровью. У многих из вас, девы, поменяются условия труда, графика, нагрузки, задач. Может быть, будет меняться коллектив, начальство, условия на работе, новые могут быть обязанности. Возможно, вас переведут в другой отдел, дадут вам новую должность, больше обязанностей, больше работы будет. Возможно, вы устраиваетесь на новую работу или берете подработку. Для кого-то это будет обучение под новую работу или переход на более какой-то технологичный формат, который связан с новыми технологиями, с новыми гаджетами какими-то. Может быть, у вас на работе будет нововведение какое-то, да, все там в формате онлайн-консультации или еще что-то. По Водолею часто идет тема техники и систем, какие-то новые программы, обеспечение, новые правила, новый порядок. Если вы не работаете, затмение все равно включает 6-й дом гороскопа и меняет ваш режим, бытовой уклад и затрагивает тему здоровья. Могут быть обследования, лечение, пересмотр питания, сна, наведение порядка в повседневной жизни, перемены в вашем графике однозначно будут. И, возможно, вы раньше вставали там в 7 утра, сейчас начнете в 9, более свободный будет график, либо ребенок идет в школу, нужно будет перестраиваться, раньше ложиться, раньше вставать. Что-то в вашем графике и привычном укладе будет однозначно меняться в феврале. Могут быть и увольнения по собственному желанию, или в вашей компании что-то меняется, идут сокращения, и приходится уволиться, менять работу, искать какую-то подработку. 26 февраля ваша планета-управитель Девы разворачивается в ретроградное движение Меркурий в знаке Рыб в вашем 7-м доме гороскопа и будет ретроградным до 20 марта. Пересмотр в теме отношений, контрактов, договоров, сотрудничества, судебных вопросов. Может быть переподписание контракта, если вот, кстати, касается работы, да, какие-то новые условия, будете переподписывать контракт или подписывать контракт на новую работу, завершать старый контракт. Могут быть бывшие партнеры возвращаться, бывшие клиенты, какие-то ситуации из прошлого. Могут быть какие-то претензии, обещания, кто кому должен, какие-то скандалы на работе, выяснение отношений могут быть или в личной жизни. Будете пересматривать условия оплаты, сроков, договоров. В этот период лучше не спешить, особенно если вы заключаете брак, развод, какие-то новые соглашения делаете. Лучше подождите, пока развернется Меркурий в прямое движение. Перепроверяйте, фиксируйте все письменно, потому что в рыбах легко может возникнуть путаница, двусмысленность, какие-то размытые ситуации, когда вы друг друга не поняли. В общем, в феврале будет пересмотр в ваших отношениях. Может быть, что-то у вашего партнера будет меняться, да, он меняет работу, и это касается вас лично также, какие-то перемены у вашего партнера также. 3 марта происходит лунное затмение в вашем знаке Девы, в вашем 1-м доме гороскопа. В марте у многих из вас могут происходить какие-то судьбоносные, важные события, после которых вы уже не захотите быть прежними. Ваша жизнь будет меняться ваше состояние, внешний вид, самоощущение, здоровье, режим, работа. Может быть какое-то важное решение, к примеру, о переезде, о смене графика, работы полностью. Может быть, вы больше не готовы жить в каком-то режиме нагрузки постоянные. Вы поменяете свой стиль, образ, потому что старый образ больше не будет вам соответствовать. Вы будете выставлять границы, то, что устали терпеть многое. Затмение часто дает развилку в отношениях и в сотрудничествах. Может, для кого-то из вас это будет очень важный какой-то контракт, сотрудничество, запуск собственного бизнеса, личного продукта, личного бренда, пересмотр, может быть, что-то вы будете корректировать, если у вас есть соцсети, блог, если вы на этом зарабатываете, что-то вы будете менять, а в партнерствах может что-то завершаться, там, к примеру, сотрудничество с определенным клиентом, вы завершили, получили выплату или наоборот, подписали там важный контракт, получили крупный заказ от клиента, классный. Все, что держалось на терпении в марте, или оформляется по новому договору, или заканчивается. Если это касается работы в найме или каких-то личных проектов, личных отношений, неважно. Для кого-то из вас может быть решение о разводе,
решение о браке, важные какие-то события, именно которые касаются вас и человека напротив вас. Очень часто по затмению в первом доме может всплывать тема здоровья. Вы увидите какие-то сигналы здоровья, может быть хронические болезни или что-то вы закрывали на какие-то симптомы глаза, можете пойти к врачу, пройти обследование, не знаю, сдать анализы, начать принимать какие-то витамины, менять привычки свои. 20 марта Меркурий разворачивается в прямое движение, с этого момента в отношениях, договоренностях и сотрудничествах начинается прояснение. Возможно, для кого-то из вас актуальна тема судебных разбирательств, тем более, что происходит затмение лунное, может заканчиваться какой-то судебный процесс или придет какое-то понимание, как он будет развиваться дальше. Не переживайте, если я пропустила какие-то события или не удавалось в подробности, потому что на каждый месяц я записываю гороскоп, и там более детально и подробно рассказываю про каждое астрологическое событие. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, нажимайте колокольчик, чтобы вам пришло уведомление. 2 апреля происходит полнолуние в Весах в вашем втором доме гороскопа на оси 2 и 8 домов. Кульминация в теме финансов и доходов. В апреле может быть какой-то итог по финансам, выплата, подработка, зарплата. Может быть, вы поменяете источник дохода. Вам могут повысить зарплату, дать премию. Можете получить какой-то подарок по полнолунию от вашего партнера. Если вам задерживали выплату, то сейчас по полнолунию можете разобраться, может прийти наконец-то какая-то сумма денег. Возможно, закроется один источник дохода, появится другой. Для многих из вас еще это время вопросов своей ценности. Вы можете поднимать цену на свои услуги, пересматривать их, сколько стоит ваша работа, сколько вам платят. И также это касается расходов, трат. Могут быть какие-то крупные покупки в апреле, траты неожиданные. Одно из самых главных событий года. Уран меняет знак и переходит в знак Близнецы, ваш 10-й дом гороскопа. Девы, ваш статус, ваша реализация, карьера будут меняться в ближайшие 7 лет однозначно, и может быть даже не один раз. Вы можете уйти из найма, к примеру, уволиться и перейти в сферу общения, коммуникации, онлайн-пространства, продажи, переговоры, обучение, посредничество, маркетинг, SMM-специалисты тоже подходят под эту профессию, контент, блог, ведение канала, работа с текстами, переводами, рекламой, клиентами. У многих из вас, девы, может быть смена сферы, а может наоборот, вы работали на себя, теперь вам предложили какую-то крупную должность, там, я не знаю, в компании или в какой-то команде, возглавить какой-то проект. Однозначно будет меняться ваша карьера, и причем очень неожиданно. Уран такая непредсказуемая планета, она может дать шансы, она может давать очень классные толчки, главное замечать сигналы и не бояться перемен. Может быть работа, где нужно будет постоянно говорить, писать, договариваться, ездить. Может быть даже, не знаю, там, к примеру, на ресепшене, да, где очень много коммуникации, общения с людьми, контактов с людьми. Уран в 10 доме может вам дать неожиданный рост популярности. Вас могут начать узнавать, вы можете стать заметнее, популярнее, выйти в публичность через блог, через свою профессию. Может быть ситуация, когда вы начинаете делать что-то, чего раньше не делали, выступать, вести эфиры, записывать видео, общаться с аудиторией. И это может дать очень быстрый результат, потому что 10 дом — это статус и репутация, а Уран у нас такая непредсказуемая, молниеносная планета. Может быть такое, там, вы выложили какой-то ролик, проснулись, на утро вы уже там популярны. Близнецы — это еще и транспорт, логистика, дороги, документы, поэтому для кого-то из вас перемены будут идти через сферу транспорта, доставки, перевозок, логистики, курьерских сервисов каких-то. А может, вы уже там работаете, да, в какой-то логистической компании, может быть повышение в должности, перемены какие-то на работе кардинальные. Может быть работа с маршрутом, возможно, вы перейдете в какую-то компанию, начнете продавать какие-то элитные авто, может быть в страховую компанию. В общем, ваша карьера будет меняться в ближайшие 7 лет, девы, и многие из вас будут работать онлайн, я уверена, потому что сейчас сколько профессий, просто уйма профессий, когда можно не выходить из дома и зарабатывать удаленно. Уран это очень любит, новые технологии какие-то, близнецы любят коммуникацию, гаджеты, соцсети, общение постоянное. Но также Уран может менять ваш статус, в принципе, в обществе, не только на работе. Можете резко, неожиданно выйти замуж. Причем это может быть так, что вы познакомились, например, где-то в самолете, потом быстро все закрутилось по Урану, вы женились, вышли замуж.
Также может быть резкий развод. Может быть такое, что в один год и развод, и свадьба. Неожиданное предложение руки и сердца. Может, вы вообще не ожидали там, или вы вышли замуж за человека другой национальности, другой культуры, начали переписки как-то сначала закрутилось, завертелось в соцсетях, может быть, знакомство, и потом уже быстренько Уран поменял ваш статус, уже не девушка, а жена, уже не парень, а муж. И также может давать статус, можете стать мамой или отцом, да, неожиданную беременность Уран в 10 доме может дать, особенно если он в вашей натальной карте управляет 5 домом детей. Тоже важно смотреть, каким домом управляет. Если что, пишите в комментариях, я посмотрю и вам расскажу. 10 дом — это еще вопросы руководства, авторитетов, поэтому могут меняться отношения с начальством, с системой, с государственными структурами, правилами. Вы можете перестать терпеть что-то и уйти из какой-то жесткой, я не знаю, структуры. Может, вы работали в каких-то структурах, органах, вы можете уволиться оттуда, и теперь в вашем графике будет больше свободы в вашей работе. Кстати, по 10 дому вы можете получать еще это ВНЖ, ПМЖ, гражданство, то есть то, что меняет ваш статус. Могут быть какие-то серьезные документы. Ну вот, как я приводила пример, вы вышли замуж за иностранца, да, и вот в течение там 2-3 лет будете иметь гражданство. Такое тоже может быть, но статус у вас же будет меняться, это 100%, и уже первые сигналы будут в следующем году. Почему? Потому что когда Уран пересекает Куспид нового дома, он всегда приносит перемены и события. И, кстати, в прошлом году он в июле впервые перешел в знак Близнецы. Пишите, что вы там почувствовали, какие звоночки, может, какие-то перемены были. У меня есть отдельное видео про Уран в Близнецах для каждого знака. Я в описании под этим видео оставлю ссылку, переходите, смотрите. И вы можете написать, поделиться, что у вас происходило прошлые 7 лет. И также почитать комментарии для львов, что у них происходило, когда Уран шел по их 10 дому гороскопа. Это будут такие намеки вам, какие перемены у вас могут быть. И пишите, может быть, вы уже планируете, может, вы уже меняете статус, гражданство, планируете свадьбу, переезд. Пишите, какие у вас планы на 2026 год и что у вас происходило в июле 2025 года, когда Уран впервые туда зашел и были какие-то намеки на перемены. Уран может, конечно, ломать через какие-то ситуации, но его вообще задача не просто там навести хаос в вашей жизни или какие-то принести шокирующие события. Если вы сами будете идти в новые, учиться, меняться, пробовать новые форматы, не держаться за прошлое, развиваться, то Уран станет очень сильным помощником. Он дает свободу, рост, неожиданные возможности, новый уровень, просто через выход из зоны комфорта. Чем легче вы будете идти в перемены, тем легче для вас они произойдут, и он будет вашим союзником, Уран. Ну, если вы будете держаться за старое, не меняться, не обучаться, не развиваться вообще, то, конечно же, для вас перемены будут немножко жестче ощущаться. 1 мая происходит полнолуние в знаке Скорпион, и для вас, девы, затрагивает 3-й дом гороскопа. Это могут быть перемены какие-то или новости в теме документов, поездок, обучения, общения, новостей каких-то. В начале мая может решаться вопрос какой-то важный по каким-то бумагам юридическим, подписание, получение, оформление, регистрация, разрешение на что-то, справки, визы, водительские удостоверения, страховка. Все эти вопросы будут подниматься, решаться, где-то что нужно будет, возможно, пересдать экзамен или там продлить права, переделать. Или там, к примеру, пришел штраф, о котором вы не знали, да, где-то проехали на красный свет или скорость преувеличили. Может быть новость, письмо, звонок, который закрывает какой-то затянувшийся вопрос. Да, если вы ждали, к примеру, какой-то ответ от госорганов или по каким-то документам важным, то в районе полнолуния могут прийти ответы. Возможно, вы закончите обучение, курсы какие-то, экзамены сдадите, будете защищать диплом, получите сертификат об окончании, или, может, просто у вас повышение квалификации было, да, тоже получите какие-то документы. Могут решаться вопросы с машиной. Возможно, вы будете продавать машину или покупать, ремонтировать, оформлять документы на нее, там, регистрировать номера. Могут какие-то родственники объявиться, возможно, там им нужна будет ваша помощь, или они в гости приедут, либо вы к ним поедете. Вопросы с братьями, сестрами, если у вас были какие-то, не знаю, конфликты, вы можете помириться или наоборот поставить точку
в ваших отношениях, или у них какие-то новости, они вам будут звонить, делиться, рассказывать, а вы будете участвовать в их жизни. Может быть важный разговор с соседями, там, к примеру, насчет парковки, или, не знаю, в чате в каком-то, что будете выяснять с соседями, или у них ремонт начнется. Это все будет в начале мая, в районе полнолуния. Может быть, еще какие-то поездки, какая-то поездка важная, короткая, в другой город соседний, или куда-то, не знаю, к друзьям, или за город. 6 мая Плутон развернется в ретроградное движение. Это, конечно, не событие одного дня. Плутон очень мощная планета, но в мае могут начать возвращаться темы работы и ответственности, какие-то старые задачи, незакрытые вопросы по обязанностям, перераспределение нагрузки на работе. Вы, может быть, вернетесь к делу, которое уже когда-то начинали и не довели до конца. Вторая половина мая, после 20 числа, активизируется тема денег и карьеры. Вы будете больше думать о заработке, о цене своего труда. Может быть, источники дохода будут меняться, подработка какая-то или заказ хороший, клиент. Может появиться идея сменить формат работы, что-то добавить, может какие-то услуги взять, может какое-то новое направление начать. Очень хорошее время для переговоров о финансах, если вы понимаете, чего вы хотите. Если вы работаете в найме, может быть, будете там просить повышения зарплаты, больше часов, другой график. В общем, что-то в финансах вы будете менять и пересматривать в системе доходов и расходов. 31 мая происходит второе полнолуние этого месяца в знаке Стрелец в вашем 4 доме гороскопа. В конце мая может решаться какой-то вопрос с жильем, возможно, новая аренда жилья, переезд, смена квартиры, или вы жили в квартире, переезжаете в дом. Может быть, будет подниматься вопрос ремонта, каких-то договоренностей с семьей, документов на место жительства, прописка, регистрация. Не знаю, что еще может быть. Разговор с родителями, родственниками, после которого поменяется формат ваших отношений. Может быть, что мама приедет в гости, или вы к ней поедете. Часто это может быть такой выбор между домом и работой, потому что затрагивается ось 4-10 дом гороскопа. Где жить, где работать, что важнее. Вот это полнолуние покажет вам, где вам тесно и что пора менять вообще в своей семье, в своем доме, в своих семейных обязанностях. Может быть такое, что по 4 дому полнолунию решите съехаться и начнете жить вместе со своим партнером, или съедете от родителей, начнете жить самостоятельно. В общем, полнолуние что-то высветит в теме вашей семьи, недвижимости, и могут быть еще новости от ваших родителей или у вашей мамы, да. Возможно, ваша помощь понадобится, мама куда-то переезжает, или у родителей ремонт, нужно им помочь поехать. В общем, и может еще поездка быть, поездка домой. Даже если вы живете там в другой стране, может быть такое, что вы поедете в отпуск или просто погостить домой к родителям. Май дает вам развязку по документам, поездкам, подталкивает вас к финансовым решениям и в конце месяца поднимает вопрос дома и места жительства. Может быть, конечно, еще и какие-то документы, да, если вы оформляете. ВНЖ, ПМЖ по полнолунию может прийти результат. Там, к примеру, если вы продлевали, какие-то справки собирали, вы начнете четче понимать, где вы вообще хотите жить, как вы будете работать и что менять дальше. В мае одно полнолуние принесет вам решение и новости по поездкам и документам, второе по месту жительства и новости в вашей семье. 29 июня происходит полнолуние в Козероге, в вашем 5 доме гороскопа, и это кульминация в теме личной жизни, детей, любви, творчества, личных проектов, собственного дела. В конце июня у вас может быть какой-то итог по отношениям. Возможно, вам сделают предложение руки и сердца, предложение съехаться вместе, может быть. Или вам станет понятно, что отношения себя исчерпали, и вы их завершаете по полнолунию, выходите из них окончательно. Еще полнолуние может менять ваш статус, или вы как пара можете там выйти в свет, заявить, что вот вы там встречаетесь. Заявите о своих отношениях или расскажете, что вы получили предложение руки и сердца, что вы планируете свадьбу. Что может еще происходить по полнолунию в 5 доме гороскопа? Полнолуние Козерожье, поэтому если у вас есть собственный бизнес, блог, творческое дело, полнолуние даст вам результат. Может быть первая прибыль, заказ, клиент, запуск бренда, презентация, публикация. Может быть вы рекламу будете покупать или заказывать, или у вас покупать будут рекламу. Может быть рост, развитие.
Ну, будут какие-то поправки в вашем бизнесе, вы поймете, не знаю, какие ошибки исправить, решите или закрывать собственное дело, или наоборот масштабировать его. Может быть, пополнение новости о беременности, рождении ребенка. Если у вас уже есть дети, то какие-то важные новости или события у детей, не знаю, придется там, к примеру, менять какую-то школу, садик, и новый кружок появится, новое хобби у ребенка, могут быть какие-то соревнования. В этот же день Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 24 июля, и он будет ретроградным в вашем 11 доме гороскопа в знаке Рака. Будут возвращаться какие-то старые друзья, знакомые, коллеги, могут звонить, писать, могут возвращаться какие-то старые договоренности, планы, клиенты из прошлого. Ну, по ретро-меркурию может быть перенос встречи, мероприятия какого-то, путаница в переписках, недопонимание. В этот период лучше все перепроверять и не начинать проекты с нуля. Какие-то командные проекты, неважно, в группах, в чатах, личный блог, личный бренд, запуск чего-то, новые договоренности, покупки крупные лучше не совершать по ретро-меркурию. Дождитесь, пока он развернется в прямое движение. Продавать можно. 30 июня 2026 года Юпитер переходит в знак Лев и останется там почти на год. Для вас, девы, это 12-й дом гороскопа. Юпитер всегда расширяет и усиливает ту сферу, в которую переходит. 12-й дом — это какие-то скрытые процессы, закулисье, внутренняя жизнь, работа вне публики. Эмиграция вынужденная у многих из вас в течение года будет переезд, эмиграция, для кого-то вынужденная, да, по контракту, по работе, или, к примеру, ваш муж уехал работать, и вам придется поехать туда, жить, там, в новое место, да. Вынужденная эмиграция может быть по разным причинам, а для кого-то это будет наоборот возвращение из эмиграции. Я обязательно запишу отдельное видео про Юпитер во Льве. Оставлю в описании под этим видео. Пока что можете посмотреть до июня 2026 года, как Юпитер в Раке будет на вас влиять и что он вам будет приносить в 11 доме гороскопа. Итак, Юпитер в 12 доме может дать вам работу за кулисами. К примеру, там вы начнете работать удаленно из дома, из другой страны, можете брать какие-то проекты, начинать делать не на виду. К примеру, там вот монтировать что-то, какой-то творческий проект, видео создавать какие-то. Это по 12 дому все. Роль куратора, продюсера, режиссера, администратора, наставника, редактора, сценариста, аналитика — все это работа за кулисами по 12 дому. Может быть работа еще в изолированных каких-то местах, медицинские учреждения, отели, на круизном лайнере, на корабле. Может, вы подпишете контракт на год, уйдете в море. Что еще? Может быть сотрудничество с иностранцами, зарубежной какой-то компанией или работа на международный проект. Может, вы поедете там вообще на год жить на остров, там, не знаю, на Бали, на Кипр, еще куда-то. И Юпитер может дать вам открытие собственного благотворительного фонда, или вы будете больше поддерживать, помогать в благотворительных организациях, может быть, участвовать. Деньги могут переходить через какие-то фонды, может быть, грант вы получите на обучение бесплатно где-то за рубежом, и вот вам вынужденная миграция, да, поехали обучаться куда-то. Может быть, поддержка от каких-то людей, структур. Лев вообще символически связан с 5-м домом гороскопа. Значит, Юпитер в 12 доме в знаке Льва будет еще добавлять такую творческую тему. Можете целый год готовить какой-то личный проект, писать курс, книгу, сценарий, методичку, блог вести, вот как я по 12 дому, да, не показывая себя. Это тоже как закулисная работа. Какая-то бизнес-идея, но пока без широкой огласки. И, кстати, по 5-му дому может быть, что вы выйдете в декретный отпуск, там придется год-два быть с ребенком дома находиться. Так, насчет творчества, не отвлекаемся. Время накопления контента, опыта, структуры. Будете пробовать, может быть, разные форматы, записывать какие-то ролики, монтировать, создавать, может, через искусственный интеллект. Очень часто в такой период, не знаю, может быть, что он вам дает, чтобы вы создали что-то грандиозное, классное, большое, которое потом покажете миру, будете над чем-то работать. Когда уже Юпитер перейдет в 1-й дом гороскопа в 2027 году, вы там презентуете какой-то личный бренд-проект, там, например, вы, не знаю, решили сделать свой бренд косметики, да, работаете над ним целый год и потом презентуете его, создаете какой-то курс, гайд и презентуете его.
Юпитер в 12 доме может давать вам тягу к эзотерике, к духовным практикам, астрологии, психологии. Может, вы будете проходить обучение в этих сферах, да, целый год, а потом начнете, к примеру, консультировать сами, работать уже. Может быть, работа с людьми на каком-то глубинном уровне. Еще 12 дом усиливает интуицию, сны, чувствительность. Но в минусе такой Юпитер может давать уход от реальности, иллюзии, эмоциональные качели, зависимость, поэтому важно держать режим, структуру и не уходить в фантазии без действий. И не верить на слово, проверять любые отношения какие-то поступками. Юпитер может вам давать еще какие-то тайные отношения, тайные симпатии, о которых вы пока не будете разглашать, там, например, начнете с кем-то общаться, переписываться, но пока не будете об этом рассказывать никому. Обязательно запишу отдельное видео, там уже более подробно расскажу вам. Все ссылки ищите в описании под этим видео. Надеюсь, я не забуду их оставить. Если забуду, просто в 2026 году ищите Юпитер во Льве на моем канале видео. В июле Меркурий продолжает идти в ретро-движении до 23 июля, потом разворачивается в прямое движение, и после середины, уже даже можно сказать после конца июля, станет легче с документами, с планированием, поездками. Идет ощущение подвешенности, появится больше ясности, куда двигаться дальше, и будут легче складываться дела и планы. 26 июля лунные узлы переходят на ось Лев Водолей, включают для вас, Девы, 12 и 6 дом гороскопа до конца марта 2028 года. Затмения произойдут в августе, но многие из вас могут их почувствовать уже в июле, какие-то важные перемены. 12 дом — это отдых, уединение, эмиграция, удаленная работа, закрытые процессы, лечение. 6 дом — это работа, график, обязанности, здоровье и повседневная рутина. С этого момента судьба начнет менять ваш ритм жизни. Что-то в вашем графике, в вашем быту будет меняться определенно, в вашем режиме. Возможно, для кого-то это будет новый график работы. Необходимо заняться здоровьем, пройти обследование, лечение, поменять режим, начать принимать какие-то витамины, минералы, добавки. Может быть, вы перейдете на удаленную работу, будете готовитесь к переезду, к эмиграции. Это не резкий какой-то там прям в один день шаг, это все будет разворачиваться постепенно в течение 1,5 лет. Кстати, у меня было такое, что я к примеру, только-только начиналась новая ось, я не помню, по какой оси это было, я переехала, эмигрировала. Потом, когда эта ось заканчивалась, были последние затмения, я вернулась с эмиграции, уехала оттуда. В общем, эти 1,5 года вот так вот проигрались, поэтому тут не может быть такого, что за один раз что-то у вас поменяется и все. Что-то будет происходить в работе, в вашем режиме, будет меняться, и это все разворачиваться будет до марта 2028 года. 29 июля происходит полнолуние в знаке Водолея в вашем 6 доме гороскопа Девы. И это вот первые намеки и звоночки, что будет происходить в августе по затмениям. Тут может быть увольнение у вас по полнолунию, переход на новую работу, новый график, на новую должность. Может быть, вы будете закрывать какой-то проект, заканчивать, выходить из какого-то коллектива. Может быть, вам станет ясно, что вы не хотите больше так работать, вы поймете, что все, вас изматывает этот график, эта работа, эта должность, и вы решаете что-то менять, поговорить с начальством, там больше выходных взять, или, не знаю, вообще перейти в другой офис, на другую должность. Для кого-то из вас это будут новости по здоровью, обследование, диагностика, возможно, какая-то плановая операция, начало лечения. Или вы наконец поймете, почему вы себя так плохо чувствуете, там откажетесь, к примеру, от сладкого, сядете на диету. В общем, в вашем рационе, в вашем питании, в вашем режиме, графике что-то будет меняться по этому полнолунию или заканчиваться. Наоборот, может быть, вы закончили какой-то курс оздоровительный. Какие-то обязанности по полнолунию и в доме у вас могут закончиться. Там, к примеру, вы каждую субботу делали уборку, теперь все делегировали, этим занимается дочка, помогает вам сын, муж, или у вас есть собачка, нужно выгуливать каждый день, каждое утро, каждый вечер, теперь этим будет заниматься кто-то из детей. То есть что-то в вашей рутине, в вашем графике, в ваших обязанностях будет меняться, и какая-то рутинная работа будет заканчиваться по полнолунию. 12 августа происходит солнечное затмение в знаке Лев в вашем 12 доме гороскопа. Еще учитывая, что Юпитер там в вашем знаке, это один из ключевых моментов года про какой-то внутренний
разворот в жизни, да, какие-то ваши ощущения, ваши страхи, ваш духовный мир. Затмение в 12 доме может запустить новый цикл, связанный с завершением каких-то старых историй, потому что 12 дом у нас дом завершения. Что-то вы будете заканчивать. Какую-то дружбу, какой-то проект, работу, общение, хобби, то есть история завершений однозначно будет, что-то у вас будет меняться в образе жизни. Может быть увольнение, уход с прежней работы, переход на удаленный формат, отпуск за свой счет, декрет, больничный, осознанное решение сделать паузу. Кстати, да, по 12 дому, может быть, вы поедете куда-то на остров, отдыхать, на море, на океан. Может быть период подготовки к чему-то, там, к примеру, у вас, не знаю, свадьба, большое торжество, крестины, рождение ребенка, и вы ведете вот подготовку по 12 дому летом, в августе. Может быть оформление каких-то документов и подготовка к эмиграции, да, собираете чемоданы, ищите жилье за границей, покупаете билеты. Для кого-то это по солнечному затмению может быть конкретно дата переезда уже. Но солнечное затмение может проиграться месяц до, месяц после, не обязательно прям именно конкретно в день затмения. У меня еще ни разу не было такого, что прям в день затмения у меня что-то проигралось. Чуть-чуть там неделя-две позже или раньше, да. Если вы давно чувствовали усталость, выгорание, внутреннюю пустоту, депрессию, затмение может вам четко дать понять, что больше так жить нельзя, и вам нужно будет менять режим и ритм вообще жизни, что-то менять, добавлять больше отдыха, больше сна. 28 августа происходит лунное затмение в знаке Рыбы в вашем 7 доме гороскопа. Кульминация в теме отношений и партнерств. Могут решаться вопросы брака, развода, расставания, официального оформления союза, может быть. Для кого-то это будет свадьба, роспись, для кого-то оформление официальное развода, получение свидетельства о разводе, окончательный разговор с партнером, после которого станет ясно, там, как вы развиваете свои отношения дальше, к примеру, съезжаетесь, начинаете жить вместе, не знаю, разводитесь, расстаетесь. Если вы одиноки, вы можете встретить свою судьбу, потому что затмения не просто так дают знакомства. Для кого-то это завершение какого-то делового сотрудничества, контракта, договора. Возможно, ваш контракт заканчивается на работу, и встает выбор продлевать его, заканчивать его. Не знаю, какие-то вопросы по контрактам, сотрудничеству. Может, у вас есть деловой партнер, вы с ним расстаетесь, все, каждый сам по себе работает, или наоборот, подписываете договор и начинаете вместе с кем-то сотрудничать и создаете совместный бизнес. По этим затмениям может начаться какой-то судебный процесс, или наоборот, вам придет наконец-то решение по суду, по разделу имущества, обязанностей, ответственности. Еще рыбы добавляют сюда эмоциональный фон. Поэтому важно не только то, что решается формально, но и насколько вам спокойно и безопасно в каких-то отношениях, там, деловых, личных. Затмение покажет, где вы растворялись в другом человеке и где пора вернуть какие-то границы. 31 августа Юпитер в знаке Льва в вашем 12 доме гороскопа будет делать благоприятный аспект Сатурну в Овне в 8 доме гороскопа. Очень сильная поддержка, она вам поможет стабилизировать ситуацию. И на событийном уровне может быть одобрение по документам важным очень, которые связаны с финансами, с выплатами, кредитами, налогами, крупной покупкой, страховками, алиментами, поддержкой от партнера, государства. Может быть решение банка, одобрить вам кредит или ипотеку на дом какой-то, на машину. Может быть помощь, которую вы ждали, возможность закрыть какой-то финансовый вопрос. Может быть еще вопрос, который касается психологической помощи или устойчивости после какого-то сложного периода. Наконец-то вам станет легче, к примеру, какая-то ситуация произошла, вы ее отпустите. Будет ощущение, что вы справляетесь и выходите из какого-то кризиса. Юпитер дает веру и защиту, а Сатурн — конкретный результат и опору. Девы, я вам честно признаюсь, так тяжело, я еще ни один гороскоп не записывала, я его записываю, наверное, уже 8 час, поэтому поддержите меня, пожалуйста, лайком, напишите комментарий и подписывайтесь, чтобы не пропускать астрологические прогнозы другие. Сентябрь начинается с полнолуния в знаке Овен в вашем 8 доме гороскопа. Это кульминация в теме общих денег, обязательств, финансовой какой-то зависимости. Может быть, вы заканчиваете, к примеру, контракт какой-то страховой компании, переоформляете в другой,
выплата какая-то может прийти, поступление денег, решение по кредиту, рассрочки, ипотеке, налогам, алиментам, страховкам, помощь от партнера или государства. Может решаться вопрос, кто за что платит в паре, где вы тянете слишком много или наоборот зависите от партнера, где пора перераспределять ответственность. Могут подниматься разговоры про общий бюджет и финансовую честность. Может быть, у вашего партнера какие-то перемены в финансах, и это коснется вашего общего бюджета. Он вышел на новую работу, к примеру, какой-то классный контракт появился или наоборот увольнение, и сейчас все будет держаться на вашем бюджете. Еще полнолуние дает психологическую развязку. Вы выходите из состояния страха, тревоги, зависимости и принимаете какое-то зрелое решение, которое даст вам больше контроля над ситуацией. 10 сентября Уран разворачивается в ретроградное движение в Близнецах в вашем 10-м доме гороскопа и может дать пересмотр в теме работы, статуса, карьеры и профессионального вашего направления. Если в конце весны или летом у вас были резкие перемены в карьере, работе, то в сентябре вы начнете их переосмысливать, свои решения, к чему вы пришли, к чему привели ваши решения. Может быть возврат к старому предложению по работе, будете корректировать условия работы, может быть смена формата, отказ от какого-то направления, одного ради другого. Может, у вас несколько работ было. Кстати, я это вам не сказала, по Близнецам в 10-м доме может быть такое, что у вас сразу несколько направлений в работе появится. Там сразу 2 YouTube-канала, сразу несколько соцсетей ведете, или несколько проектов, или у вас есть основная работа, и на выходных вы еще там онлайн как-то подрабатываете. То есть может быть такое в Близнецах, может дать 2 направления вам карьерного развития. По ретроградному Урану вы поймете, куда вы действительно хотите идти, какой вам статус нужен, будете пересматривать что-то в своей карьере, отказываться от ненужного, там от какой-то подработки, допустим, и оставлять один. А может быть так, что вы, к примеру, смотрите, работали в найме, начали вести блог параллельно, увидели, что он приносит доход, и уволились с постоянной работы, все, начали зарабатывать на блоге. Такое может тоже быть. В сентябре так мало вообще астрологических событий, каких-то грандиозных, но, знаете, те затмения и те события, которые происходили в августе, у многих начнут разворачиваться именно в сентябре. И август будет спокойным, хотя там очень много событий, а сентябрь кажется, наоборот, очень насыщенным. Я на каждый месяц записываю, и на каждом месяце что-то случается, что-то шумит, что-то у меня там удаляется, отключается, разряжается телефон, причем что-то постоянно происходит, я никак не могу записать вам этот прогноз. Поэтому очень надеюсь на поддержку, с таким трудом это видео делаю. Дальше. С 3 октября по 13 ноября Венера разворачивается в ретроградное движение и будет затрагивать сразу 2 дома, и 2-й, и 3-й дом гороскопа. Венера у нас планета денег, любви. Самое главное, первое, что я хочу вам сказать, не заключайте брак по ретро-Венере. Не надо. Если вы с кем-то знакомитесь, тоже не спешите, там присматривайтесь. Плюс Венера еще планета финансов, еще и во 2-м доме гороскопа будет ретроградной. Тут уже с 3 октября по 13 ноября могут упасть ваши доходы. Может быть, конечно, возврат долгов, там вам вернут какую-то сумму или поступит сумма, которая задерживалась, такое тоже может быть. Но, конечно, если вы работаете с людьми, с клиентами, может быть меньше заказов, клиентов, особенно если вы работаете на себя. Могут быть задержки выплат, перенос оплаты, отмена сделки. Возможно, снова поднимется вопрос зарплаты, премии, условий работы. Можете еще развернуться к разговору о повышении вашей зарплаты, о премии какой-то, о условиях работы. Может быть, что вы будете поднимать цены на свои услуги. И часто в такой период возвращаются какие-то старые клиенты, может быть подработка какая-то, не знаю, возможно, вы сезонную подработку какую-то там перед Новым годом всегда берете дополнительно, может быть такое. Деньги будут приходить, но с задержками и не так, как вы планировали. В 3-м доме гороскопа Венера будет влиять на общение и договоренности. Могут возобновиться какие-то старые переписки, чаты, звонки, разговоры, бывшие партнеры будут объявляться, люди из прошлого напоминать о себе. В отношениях будет больше разговоров, обсуждений, может быть, поездки совместно куда-то в те места, где вы уже бывали. По работе может быть много повторных переговоров, возврат к старым договоренностям, условиям. Может быть такое, что вы продаете транспорт, технику. Продавать можно, покупать нежелательно. Там еще и Меркурий сейчас развернется, я вам расскажу. Поэтому в октябре лучше ничего нового не начинать, брак не заключать, недвижимость не покупать. Запомните.
Тем более, если вы смотрите заранее этот прогноз на 2026 год, планируете себе какие-то покупки крупные, не знаю, начало проекта, запуск блога, бренда, бизнеса, планируете, пожалуйста, либо в сентябре, либо в ноябре. Потому что еще с 24 октября Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 13 ноября. То есть там приблизительно, сейчас я вам скажу, 16-17 ноября можете начинать какие-то новый бизнес, покупки крупные делать, новые проекты, подписывать контракты. В общем, только после 16 ноября. Сколько я не проверяла, сколько я пыталась не верить в этот ретро-Меркурий, но особенно когда подписывала какие-то договора, так случалось, что потом менялись условия и долгосрочно заканчивался контракт, если он был подписан по ретро-Меркурию особенно. Меркурий будет ретроградный в 3-м доме гороскопе, там может быть поломка техники, машины, нужно будет чинить автомобиль, может быть, будете продавать автомобиль, продавать можно. И тема документов будет подниматься, какие-то справки, штрафы, в инстанции нужно будет ходить, переписки, поездки, может опять нужно будет добираться на работу старым путем, объездным каким-то. В общем, подробнее уже в гороскоп на каждый месяц вам расскажу. В ретро-Меркурии ничего нового. Путаницы, какие-то задержки в расписаниях, пересмотр договоренности. 25 октября происходит полнолуние в знаке Телец в вашем 9-м доме гороскопа. Вот тут может вам прийти какая-то новость, итог или решение по вашим документам за границу. Может, вы ждали, чтобы вам открыли визу там в Китай, в Японию, одобрили ее, или вам пришлют письмо, что вас вызывают на собеседование по визе. Может быть, итог в теме поездки за границей. Может, вы поедете куда-то в отпуск, на отдых куда-то. Вопросы по обучению, документам, могут быть какие-то экзамены. Если вы преподаватель, у вас какие-то там, я не знаю, переквалификация или повышение, переаттестация, как это правильно называется. Может решаться вопрос в каких-то юридических делах. Вы получите ответ ехать, не ехать, продолжать какую-то тему, закрывать ее. В общем, тут прояснится момент по 9-му дому гороскопа. Может быть, новости издалека от людей из других стран или родственников, если они там живут. Если вы сотрудничаете с людьми, с международной аудиторией, тоже тут может быть какая-то новость в этой теме. Или наоборот, вы только вот начнете и решите, все там, например, делаю международную доставку или беру людей из разных стран, консультирую, обучаю. По полнолунию может быть покупка билетов, начало сборов, приезд в другую страну, даже сначала временно или просто посмотреть, путешествовать, вам понравилось, допустим, все, вы вернулись и решаете уехать туда жить. Так, мы добрались до 11 уровня, ноябрь. В начале месяца продолжается действие ретро-Венеры, ретро-Меркурия, все это до 13 ноября. Ничего нового не начинаем, ждем прогнозы мои на ноябрь, на ретро-Венеру и ретро-Меркурий. Пересмотры будут, возвраты людей, дел каких-то. В общем, много из прошлого будет возвращаться и подниматься незакрытые вопросы. 11 ноября Юпитер будет делать оппозицию к восходящему узлу. День, когда вы можете почувствовать, что перед вами стоит выбор. Может быть предложение какое-то, возможность, которая выглядит заманчиво, но требует какого-то взвешенного решения. Это может быть связано с работой, с финансами, с переездом. Важно не идти только за обещаниями, а смотреть, насколько это вписывается вообще в вашу реальную жизнь и в ваши ресурсы. Лучше переспать, обдумать и сгоряча на эмоциях не давать ответ ни отрицательный, ни положительный. В течение месяца вообще будет активная тема общения, документов, будет много разговоров, переписок, встреч, обсуждений планов, поездки, оформления бумаг, решения каких-то юридических вопросов. Там месяц, когда будут приходить какие-то итоги, договоренности, что-то проясняться наконец-то после тех ретро-планет. В ноябре происходит полнолуние в знаке Близнецы в вашем 10-м доме гороскопа, кульминация в теме работы, статуса, репутации. Все, в ноябре вы можете быть вообще в новом статусе, по этому полнолунию вы, к примеру, вышли замуж, женились, уже у вас новый статус жены, мужа, вы стали мамой, родили ребенка. К примеру, по полнолунию у вас поменялся статус, там у вас первый ребенок, да, вы впервые там стали мамой, или статус поменялся, вы многодетная мама, мама 2 детей, отец, там вы тетя, дядя, вы там стали бабушкой, дедушкой, неважно. Вот, в общем, по полнолунию проснится ваш статус. Может быть важная новость по работе, повышение, смена должности, завершение какого-то проекта, решение уволиться, уйти. А может быть еще и публичное событие, выход в аудиторию, выступление, публикация, объявление о смене направления. А по 10-му дому, может быть, вы там вкладывались в ваш блог, и вот в полнолуние покажет вам итоги и результаты, к чему вы пришли, да, что вам этот блог дает. Может, надо менять направление, что-то пересматривать.
Это полнолуние даст вам ясную картину, куда вам вообще двигаться дальше в вашей реализации, в вашей карьере и вообще в вашей сфере и в вашем направлении. Туда вы идете, не туда, какие результаты вы по итогу видите. Вкладываетесь, вы видите отдачу или все впустую. Забыла вам сказать, там в октябре по ретро-планетам классно брать отпуск, отдыхать, не заваливать себя делами. Вообще супер отпуск планировать на октябрь, ноябрь, там первую половину можно. Так, декабрь. В первой половине месяца что происходит? Происходит полнолуние в знаке Рака в вашем 11 доме гороскопа, и не в первой половине месяца, а 24 декабря. Кульминация в теме друзей, окружения, коллективов, планов на будущее. Может исполниться какая-то мечта ваша, вы можете достигнуть какой-то цели по этому полнолунию, увидеть наконец-то результаты своей работы. Может завершиться участие в какой-то группе, в каком-то проекте, в какой-то команде. Может быть, расставание с какими-то друзьями, с которыми уже не по пути. Возможно, там друг или подруга уезжают куда-то, переезжают, там, женятся, выходят замуж, и вы будете реже видеться, встречаться. Может быть, какая-то важная встреча, разговор или событие в кругу друзей, мероприятие какое-то, корпоратив, к примеру, там, не знаю, тем более по 11 дому и 24 декабря. Полнолуние поможет вам понять, с какими людьми вы хотите вообще идти дальше, двигаться, в каком окружении находиться. Может, вы поймете, что переросли свой коллектив, свое окружение, или вы увольняетесь, ходите, да, и меняется коллектив, переходите в новый коллектив. Вы поймете, какие цели для вас больше не актуальны, какие цели вы берете и мечты в 2027 Новый год. Могут быть новости, связанные с интернет-проектами, соцсетями или общими планами на будущее. Вообще в декабре многие из вас, девы, почувствуют, что вы хотите меньше активности, больше тишины, когда вы будете там, не знаю, находиться больше в уединении, не в кругу друзей, людей каких-то, активных чатов, там больше смотреть фильмы, там возьмете больничный отпуск, просто побудете дома в тишине. Может, у вас слишком насыщенные были там последние месяцы, вы просто хотите уединения. Может быть, поедете в отпуск, отдых, на восстановление, в санатории. Просто, может быть, желание побыть в одиночестве, на дачу можете съездить. Хорошее время завершать дела к концу года, закрывать какие-то проекты, подводить итоги и не перегружать себя, давать себе больше отдыха, сна, медитации. Вообще, в принципе, видите, сколько планет в 12 доме, и 2026 год просит вас больше внимания уделять своему психологическому здоровью, своему состоянию, и меньше себя нагружать и перегружать. 2026 год для вас, девы, для многих из вас, не для всех, но для многих из вас будет судьбоносным. У кого-то это будет брак, у кого-то развод, у кого-то переезд, эмиграция, жизнь в другой стране ради новой работы, хорошего контракта, денег, может быть, ради обучения, получения образования, стажировки за границей, работа вдали от дома, удаленный какой-то формат, изолированные места. Для кого-то проиграется как декрет, беременность, период, когда нужно больше времени посещать ребенку. Так я оставлю посещать. Видите, у меня уже язык заплетается. Посвящать ребенку, семье. Необходимость уйти из привычной рутины на время и сосредоточиться на своем состоянии, на каком-то проекте, может быть, который вы вынашиваете, хотите сделать, там, презентовать потом, да, работа над каким-то важным для вас, чем-то важным. Не знаю, может, вы готовитесь к мероприятию какому-то важному в вашей жизни, к примеру, там, к свадьбе, или вы готовитесь к запуску личного бренда, там, сайта своего, блога своего, своей школы. 2026 год вообще может вас вынужденно замедлить, чтобы вы перестали жить на автомате. Старые какие-то роли, привычки, обязательства, связи, которые больше не работают, будут уходить. Иногда по вашей инициативе, иногда потому что иначе уже нельзя. И, конечно же, многие из вас, девы, поменяют направление в 2026 году. Не просто работу. Работу, само собой, у многих будет увольнение, перемены в работе. В 2025 году по затмениям в вашем знаке просто массовые какие-то увольнения были и у вас, и у других знаков. В летом и осенью 2025 года. Перемены в работе будут однозначно, но будут еще и перемены полностью в вашей карьере и вашей профессии. Полностью можете поменять направление в 2026 году. Делитесь, пишите, может, вы уже обучаетесь, может, вы пошли на обучение какой-то новой профессии. Делитесь в комментариях, какие у вас планы. Может, вы собственный бизнес решили открыть. А я молю вас о поддержке. Не знаю, говорила я вам или нет, что это мой первый прогноз на год для всех знаков, потому что я в 2025 году только начала вести блог. Для меня очень важна ваша поддержка.
ваши комментарии, лайки. Не знаю, что с алгоритмом YouTube, но помогите мне, пожалуйста, поддержите, подписывайтесь. Я желаю вам очень удачного, счастливого и финансово успешного 2026 года, дорогие девы.